Итак, не прошло и 5 месяцев после открытия гробницы, как смерть на крыльях ночи пришла за Карнарвоном. Это факт. Также факт и то, что она предупредила Картера, когда после открытия гробницы в его дом в Луксоре заползла кобра и съела его любимую канарейку. Птичку жалко, но вернемся к Карнарвону. Он заболел лихорадкой. Болезнь настигла его внезапно при круизе по Нилу до Асуана. Некоторое время он еще боролся, но началось воспаление легких. И 5 апреля 1923 года он умер в возрасте 57 лет в отеле «Континенталь». Заявления врачей и близких были противоречивые. Одни говорили о воспалившейся ране от укуса заразного москита, которых лорд якобы всегда боялся. Другие о резко сдавшем иммунитете, вследствие чего за 5 месяцев у Карнарвона выпало 4 зуба, а третьи о явных симптомах отравления чем-то радиоактивным. Перед смертью он будто бы произнес: «Меня терзает огненная птица», и в этот миг отключается электричество во всем Каире, а в родовом замке Карнарвона синхронно умирает его любимая собака. Но почему же тогда быстрокрылая смерть пощадила главного нарушителя покоя Тутанхамона Говарда Картера? Он умер только в 1939 году, естественной смертью. Мы согласны с тем, что тайна существует, потому что посмотрите, сколько людей, причастных к открытию, она забрала с собой. Кто же еще? 16 мая 1923 года, якобы от скоротечной пневмонии на фоне неизвестного вида лихорадки, подхваченный в Египте, умирает один из ближайших друзей Карнарвона и Картера, 59-летний американский финансист Джордж Голд, одним из первых спустившийся в гробницу. Через месяц после смерти Карнарвона мумию перевозят в Каирский музей. Транспортировкой руководил помощник Картера Артур Мейс, человек, который первым сломал дверь в усыпальницу. Впоследствии по возвращению в Каир он тоже скончается в той же гостинице, где и лорд Карнарвон. Сперва он пожалуется на усталость, а затем впадет в кому и умрет, не успев передать врачам своих ощущений. Диагноз врачи поставить ему не смогли. Несколько месяцев спустя внезапно умирает и медсестра-сиделка, на руках у которой умирал Карнарвон, и слышавшая все, о чем лорд говорил перед смертью. Затем в январе настает черед медика Арчибальда Дугласа Рейта. Именно он отделял мумию от бинтов и делал рентгеноскопии остатков. Его тело нашли на окраине Каира без внешних повреждений. Очевидцы рассказывали, что на его лице застыло странное выражение одновременно – радости и ужаса. 10 июля 1923 года застрелен присутствовавший на открытии гробницы член египетской королевской семьи принц Али Камиль Фахмибей. 26 сентября 1923 года после стоматологической операции от заражения крови умирает единокровный брат Карнарвона, путешественник и дипломат полковник Обри Гербер. Далее Хью Эвелин Уайт, друг Картера, британский археолог-фотограф, который много раз бывал в гробнице Тутанхамона и фотографировал все, что там было найдено. Писали, что он не выдержал постоянных сообщений о смертях людей, связанных с гробницей, и в итоге якобы сам застрелился. Перед смертью он оставил надпись собственной кровью: «Я поддался проклятию, которое заставляет меня исчезнуть». В конце 1924 года в Каире застрелен генерал-губернатор Судана сэр Алистек. Затем в ноябре 1929 года самоубийство секретаря Картера капитана Ричарда Бартеля. И через год загадочная смерть его отца барона Уэстбери. Мы не отрицаем, что все вышеперечисленные смерти теоретически могли иметь отношение к открытию гробницы. Но действительно ли все? Давайте взглянем на данную историю немного под другим углом. Начнем с того момента, что когда громадная гранитная крышка саркофага была приподнята над ее резными краями, длительный конфликт Картера со службой египетских древностей и ее вышестоящим органом Министерством общественных работ достигает своей кульминации. Это вынуждает бригаду археологов во главе с Картером сложить свои орудия труда и начать забастовку.
Вскоре после этого концессия вдовы леди Карнарвон на раскопки в долине царей отзывается, а Картер лишается работы и пребывает в полном отчаянии. Раздраженный решительным отказом британской администрации оказать нажим на египетские власти с целью выдачи новой концессии на продолжение работ гробницы, Картер начинает действовать. А теперь, внимание, задокументированный факт. 21 марта 1924 года Картер врывается в представительство Верховного британского консула в Каире и заявляет, что если его справедливые требования не будут полностью удовлетворены, он опубликует имеющиеся у него материалы, чтобы весь мир узнал о документах, найденных им в гробнице и представляющих собой подлинный доклад египетскому правительству об обстоятельствах исхода евреев из Египта. Британский консул, зная, что на кону стоит образование под британским протекторатом и при финансировании Ротшильдов нового государства Израиль, а против этих исторических притязаний выступает весь арабский мир, в первые минуты и, совладав с собой, запускает Картеру в голову первый подвернувшийся тяжелый предмет – чернильницу. Картер увернулся. Тогда консул хватается за пистолет, но Картер вынуждает его садиться и договариваться с ним. Переговоры шли несколько часов, но, как показала дальнейшая история, по их итогам Картер получает продление концессии раскопки в гробнице еще на 10 лет, всемирную известность и поддержку американских музеев и университетов чуть ли не до президента Рузвельта, полную финансовую свободу и дом в центре Лондона. Англичане, в свою очередь, получают молчание Картера и подписывают первую декларацию о создании Израиля, начиная переселение евреев в Палестину. Египтяне же получают золотой саркофаг, золотую маску Тутанхамона и красивую легенду об ее открытии. Не правда ли, почти что сделка века? Но давайте наложим цепочку смертей на до и после сделки века и получим следующую, акцентирую нашу версию произошедших событий. Картер с Карнарвоном находит папирусы исхода, и Карнарвон начинает ими шантажировать своих родственников Ротшильдов, активно занятых проектом по созданию израильского государства. Карнарвона убивают сразу. Картер, зная, что он следующий, пытается спрятать папирусы у ближайших соратников Джорджа Голда и Арчибальда Дугласа. Их убивают одного за другим в течение 1923 года. И только тогда, весной 1924 года, загнанный в угол Картер решается на поход к британскому консулу. Теперь мы понимаем, что творилось в голове у Картера, когда он предъявил это жесткое требование британскому дипломату. Его слова не были пустой угрозой. Видимо, Картер считал, что обладает серьезной компрометирующей информацией, касающейся библейской истории исхода. Он был убежден, что его материалы поставят под вопрос рудименты библейских событий, имевшие критически важное значение не только для основания древнего Израиля, но и, по сути дела, для создания Израиля современного на той же самой земле. Он понимал, что стоит ему только захотеть, как его высокое реноме в средствах массовой информации во всем мире позволит ему донести свой компромат до максимального количества влиятельных лиц. Какова же была цель Картера в тот день, когда он появился в резиденции британского первого консула? Начнем с имеющейся информации об исходе. Судя по источникам, события исхода начинаются в конце правления Эхнатона, когда отстраненные от власти жречество и египтяне в целом были возмущены забвением старых богов и опасались, что людям придется заплатить за эту страшную цену. Богов полагалось регулярно умилостивлять ритуальными жертвоприношениями и дарами, и, как считал хеттский царь Мурсили II, отказ от жертвоприношений и спровоцировал кару богов, пришедшую с севера чуму, и победить ее можно было только обнаружив всех виновных в гневе богов и изгнать их из Египта. Это означало депортацию жрецов и почитателей солнечного диска Атона, но мишенью изгнания при этом, как оказывается, были и азиатские племена, селившиеся в пограничных районах, например, в восточной части дельты Нила. Они также были объявлены виновниками чумы,
вероятно из-за предположения, будто они занесли ее из Сирии или Палестины, правления Эхнатона. По всей вероятности, решение очистить страну от этих нежелательных элементов первоначально было принято самим Тутанхамоном по совету маршала Хоремхеба и реформированного жречества Амона при его восшествии на престол. Но изгнание нечистых египтян и азиатских племен почти наверняка началось уже перед смертью Тутанхамона, когда чума свирепствовала во всех странах, в Египте у хеттов и ассирийцев. Такова точка зрения на исход, возникающая при изучении греко-египетских и греко-римских исторических свидетельств о жизни Моисея и исходе из Египта. И именно фрагменты информации об этапах этих событий содержались в папирусах об исходе, извлеченных из гробницы Тутанхамона. Итак, воздержавшись от сообщений о содержании папирусов об исходе, Картер нашел своему гневу лучшее применение, когда осознал, что против него настроены не только египетские власти, но и британская администрация. Приготовившись к любому развитию событий, он точно рассчитал свой удар, понимая, что его жест вынудит британских официальных лиц поспешить с ответными мерами. Он отлично осознавал, что делает, и мы видим это из машинописного текста отчета Ли Киддика о том, что произошло на той встрече в Каире. После рассказа о том, что Картер пригрозил раскрыть содержание папирусных документов, найденных в гробнице, Ли Киддик сообщает: осознав потенциальную опасность этой угрозы, когда Великобритания оказалась в трудном положении из-за необходимости выполнить свои обещания по декларации Бельфура перед евреями и перед арабами, представитель короля потерял самообладание и запустил в голову Картера чернильницей, стоявшую у него на столе и до половины полной чернил. Вскоре оба собеседника успокоились, и в позиции сторон были внесены коррективы, так что Картер решил молчать и не привел свою угрозу в исполнение. Эта угроза со стороны Картера, видимо, прозвучала как выстрел для британского эмиссара, с которым он имел дело. Если обиженный и вспыльчивый археолог действительно говорил правду, то обнародование перед широкой публикой столь взрывоопасной информации дало бы и палестинским арабам достаточно серьезный аргумент, чтобы взять под вопрос историческое право евреев-сионистов селиться на земле Палестины. Действительно, если бы было доказано, что основа библейского рассказа об исходе и завоевании Ханаана далека от исторической правды, это развязало бы руки палестинским арабам и позволило бы им требовать аннулирования как декларации Бельфура, так и британского мандата на Палестину. Так что же просчитали Картер с Карнарвоном в папирусах исхода? Давайте поговорим о них на основе собранных фактов в нашей следующей серии.